Всем привет! На обзоре очередной фонарь от бренда Wurkas. Модель фонаря HD12. Приехал фонарик вот в такой вот матовой коробке с глянцевым таким вот рисунком самого фонарика. А именно точно такой фонарик лежит в данной коробке. Ну и все мы с вами знаем, что Wurkas любит всегда или практически всегда указывать практически все характеристики на самой коробке. А именно дальнобойность 105 метров, максимальная яркость 850 люмен. Здесь у нас опять же модель фонарика HD12, цвет корпуса черный, светодиод, цветовая температура 5000 Кельвин, полный набор, сделан в Китае. Здесь этикеточка на всем нам знакомом, дорогом и любимом китайском языке. И на задней стороне расписаны режимы двух свечений фонаря, а именно белого и красного. Да-да, в коробочку положили красное свечение. Итак, белый свет, Moonlight 2 люмена, низкий 10, средний 120, высокий 300 люменов. Также в эту коробку впихнули и турборежим, который составляет 850 люмен, но работает недолго, всего лишь буквально 2 минуты. И сваливается до 300 люмен, то есть работает термоконтроль. Красное свечение, низкий режим 1 люмен, средний 10 и высокий 30 люмен. Есть еще какие-то характеристики, а именно ток 60 микроампер. Все вы понимаете, что фонарь на таком токе работать не может. И делаю вывод, что 60 микроампер фонарик потребляет просто в выключенном спокойном состоянии. Напряжение питания 4,2 вольта, 10 ватт, IP68 водонепроницаемость, что нам говорит о том, что фонарик ненадолго и не глубоко можно поместить в водичку. Ну и опять же дальнобойность. Бла-бла-бла, изготовлена компания Wurkas, Made in China. Вскрываем, смотрим наш фонарь, что в комплектации. Опять же коробка, видите, с подмагниченным клапаном. Вот так это все выглядит. Сразу желтая этикеточка, бросается в глаза. Внимание, перед использованием удалить картонные изоляторы. Изолятор может стоять как с минусовой стороны, так с плюсовой, а возможно, видимо, кому-то попадается и сразу с двух сторон. Поэтому, если вы включили фонарь, и он у вас не работает, а перед этим вы удалили изолятор, ищите изолятор еще на плюсе. Вряд ли, но, видимо, кому-то попадает и так. Не зря они указывают. В комплекте есть огромнейшая инструкция. Инструкция на разных языках. Вот такая вот большущая инструкция. Переворачиваем и видим и удивляемся, что есть инструкция и на русском языке. Просматривайте, кому интересно, на паузе. Мы еще к ней вернемся. Карта режимов. Как вы видите, режимов не особо много. Что делает этот фонарик? Совершенно простым в работе. Ну и вот такая крайняя страничка. Комплектация выглядит следующим образом. Значит, что мы имеем? Сам фонарик. Фонарик выглядит следующим образом. Тоже, как всегда, четко и красиво изготовлен. Изготовлен, как написано, из аэрокосмического алюминия. Там какой-то марки 6061. Это замечательно. Клянусь Богом. В это я, конечно, в такие подробности не лезу. Изготовлен четко, классно, из хорошего, в принципе, алюминия. В руке лежит приятно и удобно. И вот эти вот ребрышки приятно так ощущаются. Значит, что мы здесь имеем? Два светодиода горизонтальных, это светодиоды белого свечения, и два вот малыша вертикальных светодиоды красного свечения. Бренд Wurkas. Вот такой вот корпус. На крышке указана полярность, чтобы мы с вами все это дело не перепутали. На задней стороне у нас есть разъем для подключения зарядного устройства, разъем Type-C. Все это находится под отлично сидящей герметичной резинкой. Ну и сверху на фонаре находится кнопка включения-выключения и управления режимами. В кнопочке в серединке у нас есть индикатор, который показывает нам заряд аккумулятора. Либо состояние заряжен, либо разряжен во время зарядки. Подключаем на зарядку, индикатор горит красным, зарядился, загорелся зеленым. Во время работы, когда мы включаем, постоянное зеленое свечение, значит то, что у нас заряд находится в пределах 30-100%. Красное свечение постоянное, заряд находится в пределах от 10 до 30%. И если у нас индикатор замигал красным, это значит, что у нас заряд от 1 до 10%. И пора бы наш фонарик уже зарядить.
На передней стороне мы видим безель, под безелем находится тир-линза. И смотрите, выкручиваем безель. Я уже подготовился, я его немножко выкрутил. Выкручивал, друзья, его вот этими губками штангенциркуля. Как вы видите, здесь есть 4 точки, такие углубления. И все это дело отлично подходит. Здесь мы имеем тир-линзу без всякого защитного стекла. Вокруг тир-линзы вы видите белая уплотнительная силиконовая резинка. Чтобы достать тир-линзу, надо немножко подавать фонарику по башке. В самом фонаре мы наблюдаем 4 светодиода. Опять же, горизонтальное это белое свечение, вертикальное красное свечение. И 4 такие вот углубления, это углубления именно под ножки тир-линзы. Ну и тир-линза выглядит следующим образом. Это уплотнительная резинка силиконовая. И вот так вот выглядит тир-линза. Надеюсь, видно и понятно. Давайте собираем все на место. Уплотнительная резиночка. И закручиваем безель. Все просто замечательно попадает в резьбу. Вот потом я, конечно же, все это дело дожму. Ну и давайте придерживаться инструкции. Удаляем изолятор. Откручиваем крышку и выбрасываем изолятор. В крышке наблюдаем вот такую, как всегда, позолоченную жестковатую пружинку. Вынимаем аккумулятор, смотрим Вуркас, все под брендом, 14500 типа размер, литий-ионный, 900 мАч на борту нашего аккумулятора. Здесь просиликонена такая резьба и плюс уплотнительная резинка. Выкручиваем тело фонарика от головки, наблюдаем точно такую же резьбу с точно такой же уплотнительной резинкой. Ну и здесь все это дело выглядит следующим образом. Вместо пружинки на плюсовом контакте просто такой вот контакт а-ля пенек. Не подпружинен, просто жесткий контакт. Собираем все на место. И пока давайте посмотрим мы, наверное, на остальную комплектацию. Имеется в комплекте налобная повязка, вот с таким вот налобным креплением. В креплении, видите, предусмотрено еще место для вот этой вертикальной поддерживающей шлейки. Сама налобная повязка перфорирована, лоб уже не так будет потеть, как от неперфорированной. Имеется бренд Вуркас, все это дело световозвращающее. Ну, опять же, регулировка, все дела. То есть отличная повязочка. Кабель зарядки Type-C на Type-C, буквально коротыш сантиметров 20. Имеется клипса. Давайте посмотрим, как все это дело у нас работает. Клипса вращается буквально на 360 градусов, то есть как вам удобно, так и пристегивайте. Давайте пока ее удалим. Очень хорошо цепляется, не упадет, не сорвется ни с кармана, ни с ремня. Дальше по комплекту у нас есть вот такой вот чудесный мешочек, в котором находится вот такой вот длинный темлячок. То есть, друзья, такой вот темлячок для такого коротыша фонарика, да. А также находится 4 резинки. 4 резиновых колечка. Значит, 2 колечка, я надеюсь, вы понимаете, это запасные колечки для именно тела фонарика, то есть под головку и под крышку. И вот такие вот 2 кольца, больше и меньшие, для крепления фонаря к налобному креплению. То есть, если мы используем меньшее колечко, фонарик будет сидеть намного жестче. Используем большее, фонарик немножко свободнее себя будет чувствовать. Итак, давайте все это дело проверим. Здесь есть такой вот паз. В этот паз вставляем резинку. Вот так это выглядит. Берем налобный фонарик наш. Вот таким образом. И заводим за крючок. Все просто, досконально. Фонарик имеет вот такую степень свободы, то есть на 180 градусов.
даже с такой большой резинкой угол ну никак не изменится. А вот с этой резинкой, опять же напоминаю, он будет сидеть еще жестче. Хотя уже куда жестче, и так все классно. Вот, можем менять угол, который никоим образом, если, конечно, мы где-то лбом там в колесо не стукнемся, если мы ремонтируем автомобиль, то фонарь самопроизвольно не повернется. По инструкции, друзья, у нас заявлено, что наш фонарик не боится переполисовки. Поэтому проверяем. Снимаем аккумулятор опять. Переворачиваем. Показываю минусом туда. Вот наш плюс. Закручиваю крышку. Кто-то скажет, да ты крышку до конца не закрутил. Нет, друзья, можете проверить. Крышка заворачивается. И вот полярность батарейки, которая указана на крышке, она соответствует светодиодам. То есть все находится с одной стороны. Дальше крышку уже не закрутишь. Включаем. Ничего не включается. Опять откручиваем. Видите, уже не там открутился. Уже я даже сильно крышку зажал. Ну, пускай здесь. Закручиваем. Так, сейчас я здесь сильнее закручу. Вот так. А здесь приоткручу. Все, все закручено, все завернуто. Итак, включаем. И смотрим давайте сразу по режимам. Значит, долгое удержание первое включает режим Moonlight. Вот такой вот режим Moonlight. Надеюсь, вам видно. Если мы дальше нажмем и будем удерживать, то фонарь будет переключаться ступенчато. От низкого к высокому уровню. Оставили так. Двоекратное нажатие быстрое включает турборежим. Следующее быстрое двукратное нажатие опять переключает фонарь в режим Moonlight. Как бы по белым режимам это все. Включаем красный режим. Не то из выключенного, не то из включенного состояния. 3 быстрых нажатия включит красный режим. Опять же нажимаем, держим. И эти 3 режима будут опять ступенчато переключаться. Вот такое вот свечение на максимальном режиме 30 люмен. Заливной хороший красный свет. Вы, кстати, видите такое желтое пятно внутри руки. Но этого пятна абсолютно глазу не видно. Цвет заливки равномерный, красный. Вот наподобие, как сейчас. Все четко. Значит, у красного режима памяти нет. Как только мы выключаем красный режим и обратно попытаемся включить фонарик, наш фонарик включится в белом режиме. А вот в белом режиме уже есть память. То есть давайте другой режим, вот поярче немножко. Выключаем и включаем. И он включился на том самом высоком режиме, который мы использовали до выключения. Фонарь имеет также блокировку. 4 быстрых нажатия. Раз, два, три, 4. Фонарик мигнул, сказал: хозяин, я тебя понял, я на блокировке и больше не включусь от случайных нажатий. Случайные нажатия, и фонарь нам только мигает, говорит: не-не-не, я на блокировке. Выводим из блокировки все теми же 4 быстрыми нажатиями. Раз, два, три, 4. Все, фонарик зажигается и вышел из блокировки. Друзья, вот это все по режимам. Значит, сейчас покажу вам, что наш фонарик может также работать и от обыкновенной щелочной батарейки. 1,5 вольта. Вставляем, закручиваем и включаем. Давайте каждый режим. Moonlight есть. Низкий есть. Средний есть. Высокий есть. А турбо? А турбо уже, как говорится, не положили. Турбо режим не работает от батарейки. Ну, это и правильно. Откуда ему взять столько мощности от простой 1,5 вольтовой батареечки? Сейчас мы с вами проверим, будет ли работать наш фонарь, когда он в состоянии зарядки. Подключили аккумулятор, проверяю, так работает, и подключаем зарядное устройство. Так, кабелек. Хоп. Индикатор зарядки. Зарядка идет. Итак, включаем опять же каждый режим. Moonlight есть. Низкий есть. Высокий есть.
Ой, средний пропустил, это высокий. Все у нас работает. Ну а как же турборежим? Даже турборежим работает на зарядке. Просто замечательно. Ну, турборежим, опять же, наверное, фонарик подогреется до 43 градусов и упадет на 300 люмен. Все эти характеристики, которые я вам зачитывал, я не знаю, почему остальные блогеры об этом не упоминают. Все эти вот характеристики, указанные в данной таблице, я надеюсь, вам видна табличка, они будут немножко увеличены. Почему и с чем это связано? Давайте я вам продемонстрирую. Так, где-то. Сейчас я найду. Вот. Внизу, вот здесь вот, читаем. Вышеуказанные параметры основаны на результатах испытаний в соответствии с международными стандартами тестирования ТТТТ и использованием литий-ионного аккумулятора емкостью 800 мАч. Надеюсь, вы уловили мою мысль. То есть, использовали для тестов 800, а нам в фонарик положили 900, что на целых 100 мАч больше, и что, соответственно, все эти параметры и характеристики немножко увеличит. Ну и кому интересен режим, вернее режимы от батарейки, они вот в табличке указаны. Вот Moonlight у нас идет 0,5 люмена от батареечки всего лишь. Низкий режим 110 люмен, средний 30, высокий 90. В отличие от, видите, аккумулятора на 4,2 вольта. Турборежим 150-90 люмен. Ну, красный, белый, время работы, все расписано, все указано. Вы уже сами это прочтете, кто захочет себе такой купить фонарик. Все, сейчас идем на улицу, я вам показываю, как он светит на улице в темноте, и на этом будем с вами прощаться. Итак, на улице ночь. Давайте смотреть на освещение нашего фонарика. Итак, Moonlight. Нажал, удержал. Вот так вот освещены ступеньки. И как бы больше, друзья, абсолютно ничего. Еле-еле что-то там заметно. То есть данный свет будет полезен, наверное, где-то ночью в палатке, где есть отдыхающие люди, и чтобы им не мешать, вот включаем такой свет. И в принципе, если с близкого расстояния, то мы можем даже прочесть какую-нибудь там книгу, или блокнотик, или карту. Низкий режим. Вот так уже у нас видно и травка. И так вот освещается угол гаража. Обратите внимание на цветопередачу, то есть отличная цветопередача светодиода 90 Кри. Ну и вот так освещены уже ступеньки. Средний уровень. На среднем уровне спокойно можем ехать на велосипеде. Все прекрасно освещено. Освещается порядка где-то, ну, вот метров 15. Все шикарно видно. Это в огороде. Давайте выйдем на дорогу и посмотрим на дорогу. То есть вот так это видно без светодиода. И так это видно с нашим фонарем. Вот, то есть прекрасное освещение, друзья. Высокий режим. На высоком режиме уже можно даже на мотоцикле кататься спокойным образом. Вот так это все дело выглядит. Смотрите цветопередачу. Очень все классно, красиво и отлично. Ну и вот такая видна зеленая трава. И вот так это все дело видно вдаль. Вон виднеются и деревца, и вон моя березка виднеется. Ну и вот такой луч, как говорится, в небо. Ну что ж, давайте смотреть теперь. Давайте напротив березки сразу. И турборежим. Бамс. Вот, пожалуйста. Все видно просто шикарным образом. Но, к сожалению, турборежим, как вы знаете, работает недолго. Так, давайте перейдем на ворота. Посмотрим на пятна. В принципе, как такового пятна не видно глазом. Есть, конечно, такие незначительные контуры, но цвет хороший, широкий, заливной, я бы сказал. Ну и давайте, наверное, на Moonlight сбросим. Вот такое вот освещение. От ворот я нахожусь примерно в 4 метрах. И вот так вот светит у нас Moonlight. Давайте опять низкий режим. Средний режим.
и высокий режим. Вот такое получается освещение. Ну что ж, переходим к проверке красного света. Для этого делаем тройное быстрое нажатие. Раз, два, три. И вот у нас свет в 1 люмен. Вот, честно говоря, на камеру это очень даже ярко, а глазом еле-еле, друзья, видно. Просто еле-еле. Давайте средний режим. Вот здесь уже видно получше. Но опять же, камера, видите, красный свет просто классно видит. А глазу, опять же, это как бы не особо заметно. Ну и максимальный режим, высокий. Вот такой. Тут уже и глазу заметно. И видите, все залито красным светом. Ну и внутри на камере мы видим пятно. Глазом я этого пятна абсолютно, друзья, не вижу. Вот так это у нас все выглядит в красном цвете. Бьет он далеко. Но вот я вам честно скажу, что глазом абсолютно я того не вижу, что я вижу в камере. Хотите верьте, хотите нет. Да, друзья, и я совершенно забыл показать еще один режим. То есть с включенного красного света двойным нажатием мы можем включить один единственный режим стробоскопа. Вот так это выглядит. Такая простая мигалочка. На этом все с обзором. Надеюсь, вам как-то все это дело было понятно. Старался все показать и рассказать честно. Поэтому до новых встреч, до новых видео. Пока. Я рассказал тебе всю правду. Хотите верьте, хотите нет.